Что такое референдум и почему мы пишем это слово в кавычках? В Беларуси все перевернуто с ног на голову, и привычные понятия обретают иной смысл. Референдум по Конституции, который планируют провести в феврале 2022 года, это не возможность реальных перемен и не форма непосредственного волеизъявления граждан. Так называемый референдум – это имитация, в которой нам предложат выбрать между системой Лукашенко и системой Лукашенко. Свобода слова и отсутствие террора против граждан являются обязательными условиями для проведения политических кампаний. В Беларуси более 1000 политзаключенных. Крупнейшие СМИ закрыты или заблокированы. Любое выражение альтернативного мнения приравнено к экстремизму. А на границе горят костры. Решения о судьбе страны не могут быть приняты в таких условиях. Реальный вопрос, который выносится на голосование. Доверяете ли вы Лукашенко и его окружению право определять внутреннюю и внешнюю политику в нашей стране? Оба варианта ответа – да. Нам предлагается выбрать между двумя конституциями, написанными людьми, не соблюдающими основы права, и в интересах режима, а не белорусов. Нет, это даже на руку существующей системе. Пассивное, разочарованное население, которое не участвует в политике, это то, чего и добивался режим своими репрессиями. Наше молчание – знак согласия и капитуляции. Все три базовых варианта выглядят проигрышными. Первое – голосовать за поправки. Второе – голосовать против поправок. Третье – просто игнорировать референдум. Поэтому надо искать четвертый вариант. Прийти на участки и сделать бюллетени недействительными, поставив крестики напротив всех вариантов. Это действие, во-первых, объединяет. Во-вторых, посылает чиновникам и мировому сообществу сигнал о том, как много людей не согласны с ситуацией в стране и хотят настоящих перемен. В-третьих, учитывает текущий запредельный уровень репрессий. В-четвертых, подразумевает перечеркивание планов Лукашенко через видимое и массовое действие. У демократических сил уже есть общий подход к варианту действий на референдуме. Да, и в ближайшие недели мы расскажем подробности об участии платформы «Голос» в единой стратегии Демсил на референдум. Будет запущен специальный сайт со всей информацией, где мы также поделимся планами по препятствованию фальсификациям и работе с членами избирательных комиссий в текущих условиях. Важно, что в «Голосе» мы попросим белорусов высказаться о том, как они планируют действовать на референдуме. Делать бюллетени недействительными, голосовать или бойкотировать. Цель – продемонстрировать наше отношение к системе, не представляющей интересы народа Беларуси. Задача – сделать большинство бюллетеней недействительными и зафиксировать их количество благодаря честным членам комиссий и альтернативному подсчету. Бюллетень, который не попал в урну, недействительным не является. Вместо него в урну могут отправить другой. В данных условиях это решение при всех своих плюсах является небезопасным для тех, кто находится в Беларуси. Но этот вариант действий можно и нужно обсуждать среди тех граждан страны, которые находятся за границей. Фиксация фальсификаций важна, но это не главное. Цель действий во время так называемого референдума – заявить о том, что мы больше не согласны на имитацию народовластия, как бы режим ни пытался навязать нам свои сценарии под видом конституционной реформы. Игнорировать это действо мы не имеем права. Именно молчание и добивается режим с помощью репрессий. Все эти вопросы находятся в стадии проработки, и ответы на них будут зависеть от того, как будут развиваться события. Принимать окончательные решения и делать их публичными сейчас – это значит позволить режиму принять меры по противодействию заранее. На данном этапе особенно важно, чтобы об озвученной части стратегии узнало как можно больше людей. Это поможет в том числе и расставить точки над «и» по этим вопросам.